газификация России продолжается. В рамках форума были подписаны некоторые соглашения с регионами. И здесь интересно не количество соглашений, потому что всегда можно сказать, мало ли что там подписали. В конце концов. Кого это интересует? Я просто напомню, правда, что уровень газификации с 90-го года по настоящий момент увеличился на 34 процентных пункта, с 40% до 74%. И более мы пока просто итогов текущего года не знаем. Вот. И давайте про рост потребления газа в стране. Ведь есть еще один такой важный показатель. Жители Еврейской автономной области, заранее поздравляем с появлением у вас сектора газа. Вот. Минутка юмора в рамках геоэнергетики Лайф. Там уже, кстати, запланировано строительство новой газовой электростанции. Она там действительно необходима. Будет неподалеку от еврейско-китайского железнодорожного моста. Как еще назвать мост, который с территории Еврейской автономной области идет в Китай? Еврейско-китайский железнодорожный мост, я ничего не путаю. Все на месте. Давайте цитату министра энергетики Российской Федерации почитаем про рост потребления газа в России и поговорим немножечко о конкретных показателях и прогнозах. Более 75% добываемого в стране газа потребляется на внутреннем рынке. Вдруг кто-то не знал. В этом году эта цифра может превысить 500 миллиардов кубических метров. Не в последнюю очередь этому способствует спрос со стороны промышленных потребителей. Это к вопросу, который задавали про Германию. Электроэнергетики и металлургии. У нас, как это ни удивительно, промышленность развивается, притом не только оборонный сектор промышленности, но и ряд других областей развивается весьма значительно. Мы, надеемся, продемонстрируем это конкретным примером, связанным с энергетическим машиностроением, который мы запланировали на этот выпуск. Но в целом 500 миллиардов кубических метров. Вот Китай 1,5 миллиарда человек, 420 миллиардов кубов. Европа в этом году, точнее Евросоюз в этом году 330 примерно миллиардов кубов. Вместе с Великобританией, они будут чуть меньше одного Китая потреблять. Кстати, к вопросу, за какой рынок надо сражаться. За какой рынок надо, на какой рынок надо выходить, за какой рынок надо биться. А то у нас, знаете, европоцентризм у многих присутствует, и кажется, что, конечно, за Европу. Европа, это что? Это Европа. А какой-то там Китай, господи боже мой. Какие-то 400 миллиардов кубов, 600 к 30-му году будет. Кому это интересно? Всем интересно, дорогие друзья, всем. И мы, наш скромный маленький рынок на 500 миллиардов кубических метров, это такой, знаете, основной рынок для наших компаний. Как это неудивительно. Есть что добавить, или мы сразу к росту добычи? Можно к росту добычи. Что касается металлургии, напомню, что 9 последних месяцев объем производства нашей металлургической отрасли стабильно снижается. Давайте про рост добычи. По данным Центра экономического прогнозирования Газпромбанка, добыча газа в России в первом полугодии увеличилась на 8,3%. Но есть прогноз на 2024 год в целом, что добыча газа в России в 2024 году вырастет на 5% до 668 миллиардов кубометров. А экспорт газа увеличится на 14% всего лишь, так знаете, скромно на 14% до 162 миллиардов кубометров по отношению к прошлому году. Это примерно, по-моему, на всего лишь 80 миллиардов меньше, чем было в 2021 году. Пусть меня поправят, если вдруг статистика и еще раз попадет. о соотношениях. Общий объем добычи 668, экспорт 162, остальное мы потребляем внутри России. Это по поводу полимеров. Да. То есть, давайте вот так. А много это? Мы сравнили с Китаем, мы сравнили. А много это или мало? Смотрите, красненьким вы сейчас... Подождите, дальше не переключайте. Красненьким будут выделены годы, где, в течение которых добывалось больше газа, чем планируется добыть в 2024 году. 2011 год, можно дальше. И еще несколько лет. То есть... Если будет добыто 668 миллиардов кубов, не 670, не 675, а 668 миллиардов кубов, то 2024 год проиграет 2011 году, а также 2017, 2018, 2019, 2020, 2021, 2022. То есть все остальные годы по показателю добычи газа будут хуже, чем этот год, когда мы под санкциями, под санкциями страшными, ужасными находимся, и в жуткой
изоляции, в рамках которой на каждое наше мероприятие международное, на Питерский форум, на Восточный форум, на вот Питерский газовый форум, на Российскую энергетическую неделю в Москве, то есть везде приезжают представители многих государств. Как-то так получается. Ну, и на самом деле, лично меня больше всего радует не восстановление экспорта, а то, что стабильно, с накапливающимся эффектом растет потребление газа внутри России. Я думаю, что в ближайшее время мы увидим и то, какой прирост этому потреблению даст социальная газификация. Хотя, конечно, хотелось бы, чтобы она шла быстрее, но какие условия есть, такие есть. По крайней мере, здания школ, здания сельских больниц и прочее подключаются сразу. С частным сектором, да, сложнее, но, тем не менее, накапливающийся эффект мы видим. Ну, там самая значительная проблема, насколько я могу судить, вы можете поправить вот, в чатике. Самая значительная проблема, когда люди смотрят на цену там, двухконтурного котла и тех работ, которые нужно оплатить для подключения от границы участка до дома. Тут люди такие, это вот столько, ай-яй-яй. Ну, это отдельная тема для разговора. Возможно, разговора такого, который бы касался, что нужно у нас производить эти самые двухконтурные котлы. Будут ли они, правда, от этого дешевле? Это отдельный вопрос. В общем, вопросов масса, однако уровень газификации все-таки растет. Ну, и поскольку «Газпром» тоже соблюдает действующее законодательство, он не имеет права подписывать с нами, как с потребителями, долгосрочные контракты. Таково указание Федеральной антимонопольной службы. Действительно дорого внутриусадебные работы, внутридомовые работы. Но давайте взглянем на то же самое со стороны «Газпрома». Поселковые сети проложены, компрессорная станция установлена, подключения нет. Деньги в компрессорной станции в сети вложены, а подключения нет. Я не думаю, что в «Газпроме» тоже сильно рады вот той ситуации, которая сложилась благодаря действующему законодательству, которое, конечно же, менять нельзя. Ну, тут уже как раз вот стали говорить о том, что дорого подключать. Ну, с другой стороны, понимаете, подключение все равно увеличивается. То есть примерно на 1 процентный пункт в год у нас уровень газификации растет. Ну и количество потребителей тоже увеличивается. Дорого это? Да, разумеется, дорого. Я, правда, не буду сейчас, знаете, вдаваться в подробности отдельных регионов, в которых еще в середине десятых годов некоторые наши крупные газовые компании пытались за 50 тысяч людей подключать, а им некоторые наши контролирующие органы... Знаете, фантазия такая на тему. Просто фантазия. Конечно, такого не было никогда. Вот, а некоторые наши контролирующие органы сказали, погодите, вы обижаете частный бизнес. Частный бизнес берет 300, и вы должны брать 300. А то 50, это ж люди разорятся. Ну, мало ли что меньше народа сможет подключиться. Кого это интересует? Вот частный бизнес разорится, это ой-ой-ой. Главное, чтобы росла конкуренция. Основная идеология. Ведь в те трубопроводы, которые строит «Газпром», могут прийти частные поставщики. А если вы подписываете с потребителями договор на 20 лет, вы снижаете конкуренцию. Абсолютно логично, на мой взгляд, нашей Федеральной антимонопольной службе большое спасибо за то, что вы столь бдительны и не даете возможности упасть конкуренции. Что за газовая ипотека? Это вот как раз-таки предложение, что можно вот взять в кредит для проведения работ по газификации. Так, если очень, очень кратко. Звучит, конечно, чудовищно, то есть тот, кто придумал это назвать газовой ипотекой, у меня вот некоторые сомнения, что стоило вообще... Знаете, у людей нету восторга от названия ипотека. Если вы к чему-то добавляете ипотека, то это сразу коннотации такие. Ой, это на много-много лет, это чудовищные какие-то затраты, ой-ой-ой. Термин неудачный, смысл совершенно удачный. Вам в кредит предоставляют это оборудование в том случае, если вы перестаете платить, все, что у вас могут забрать, это оборудование обратно. Все. За эти деньги, пишут, на электричестве я буду топить 10 лет. Понимаете, это уже ваш выбор. Вы можете даже дизельный генератор поставить, если вдруг сети обрубаются. Вы можете, в общем, массу всего сделать. Можете даже поставить ветрячок, солнечную панельку и часть электричества сдавать в сеть. То есть, если вам финансы позволяют, если позволяют условия, вы можете изгаляться как угодно. То есть, вы выбираете для себя. А электричество это если сети выдержишь, конечно. Да, потому как тут задают вопросы про подключение к сетям. Смотрите, давайте мы отложим... Запомните, пожалуйста, эти вопросы. И вот когда у нас будет передача, в которой мы будем прям про электричество говорить, задайте еще раз. Мы тогда подробнее поговорим. То же самое про выручку нефтяных компаний на внутреннем рынке. Значительная часть выручки, если кратко, то значительная часть выручки нефтяникам внутренний рынок приносит, потому что внутренний рынок – это основной рынок сбыта.
Основной рынок сбыта нефтепродуктов, и в целом это основной рынок сбыта вообще для всего. Вот. Ну и у нас, кроме газификации населения, идет газификация транспорта. Так как у нас бензин страшно дорогой, люди неохотно переходят на альтернативное моторное топливо. Ну, все говорят, у нас страшно дорогой бензин. Я сейчас страшную вещь скажу. Но если бы люди не только говорили об этом, но и вот вели себя так, чтобы подтверждало, что для них бензин дорогой, как это было в 2015 и 2016 году, когда потребление падало. Ну вот, и если бы люди активно переходили на альтернативы, которые дешевле, на пропан-бутан, на метан, ну, было бы, наверное, как-то вот серьезнее можно было бы ко всему этому относиться. А пока газификация транспорта у нас идет медленно, но... Друзья, YouTube блокирует. Возможно, наш канал следующий, и это видео последнее. Подписывайтесь на наш телеграм-канал Геоэнергетика Инфо, ссылка в описании и закрепленном комментарии. Подписывайтесь прямо сейчас, чтобы не потерять нас. Не ждите окончательной блокировки YouTube. Александр, если ножками на землю встать, то поставить газобаллонное оборудование на личные автомобили, это порядка полугода работы, бегания по самым разным инстанциям. В тех же республиках Центральной Азии, наших бывшей Средней Азии, есть принцип одного окна. Я приехал на заправку, посчитал, что мне дешевле бензин или газ в том или ином виде. Решил, что газ. Обратился к сотруднику заправки, он сказал, когда я могу привезти машину, через сколько я могу забрать, сколько это стоит. Я ни о чем не думаю. Мне не надо ходить в ГАИ, в сертифицированную мастерскую, фотографировать оборудование моторного отсека до и после. Вот это не делают. Делают за меня. У нас пока этого нет. У нас пока газобаллонное оборудование в основном итальянское, потому что производство баллонов в России это настолько сложно. Там в основном компрессорная часть, она итальянская. Прям, итальяно. Мы одновременно с итальянцами начали еще в 30-е годы 20 века проводить газификацию транспорта. Да, у нас газификация транспорта с 1936 года идет. Ну, с перерывами, конечно, но тем не менее. Но вот итальянцы почему-то сохранили производство компрессорного оборудования, а мы сейчас его восстанавливаем. У нас было, но мы восстанавливаем. Тут, правда, я хочу Бориса успокоить, порадовать. Открыли в рамках питерского форума, это не реклама, но это вот такое, в рамках государственной фактически программы газификации транспорта, у нас спустя 10 лет после начала реализации этой программы открыли marketplace, на котором представлены газобаллонные автомобили в заводском исполнении. Российского производства в первую очередь. То есть можно туда зайти и ничего не переоборудовать, а сразу купить прекрасный автомобиль китайского или российского производства в заводском исполнении. Ну, как бы ирония иронией, смех смехом, но если вдруг вас интересует экономия на топливе, если вдруг у вас там маленький автопарк или, в принципе, вы задумывались о том, чтобы перейти на альтернативу, и у вас в регионе развита заправочная сеть. У нас есть, кстати, отдельные регионы, где сейчас просто прекрасно. Это в основном юг страны. Вот. То, пожалуйста, вы можете, просто вбив в поисковик соответствующий запрос, там, marketplace газобаллонного оборудования, добавив питерский газовый форум, вот, найти его и посмотреть условия. Это, опять же, не надо расценивать как рекламу, потому что это идет вот в рамках государственной программы газификации. На всякий случай допомню, что газобаллонное оборудование компенсируется частично «Газпромом», частично государством. Да, то есть если вы переводите... Программа работает достаточно давно. Там не только «Газпром», это у нас у разных нефтегазовых компаний есть свои маркетинговые программы. Опять же, о том мы так, знаете, «Газпром». Много компаний над этим работают. Реальные расходы составят от 10 до 20%. Просто полгода беготни. А так все хорошо. Ну и вот теперь о хорошем закончили. Будет ли прекращен экспорт дизельного топлива? И вообще, что у нас там с ним? Давайте вот Александр Новак провел заседание штаба по ситуации на внутреннем рынке нефтепродуктов. Ну и цитата. «Прошу обратить особое внимание на переход с летнего на зимнее дизельное топливо, торги которым недавно начались с точки зрения наличия его объемов и формирования доступных даже для Дальнего Востока цен. Они не должны расти выше инфляции». Ну, собственно говоря, отрадно, опять же, что обращает внимание отдельно на Дальний Восток, который у нас является, ну, таким, знаете, регионом немножко обделенным. Не то, что обделенным вниманием, но вот обделенным, на мой взгляд, системным подходом к снабжению моторным топливом. Правда, вот в 2025 году «Газпром» должен проект нефтеперерабатывающего завода на Сахалине представить. В 2025-м.
уже в следующем году представят проект, видимо, начнут строить. Если разрешит Министерство финансов, начнут строить, конечно. Пишут, газ этот никому не нужен, газ это тем, кому не нужен багажник. Ну, да, разумеется. КАМАЗов на газе нету, массы автобусов на газе природном нету. Ну, бросьте. Есть огромное количество техники, где багажник – это не легковой транспорт, и там газ активно используется. Знаете, более 300 единиц в России ездят на газе сейчас. Но мы вернемся к дизельному топливу. Там же возникли слухи о запрете экспорта на зимнее дизельное топливо, но это неправильно интерпретировали предложение одной из наших нефтяных компаний, которая предложила запретить экспорт серого дизеля, притом не вообще, а только в страны ЕАЭС. То есть туда экспорт разрешен, никаких проблем нет, но вот чтобы канал перетока такого дальше из ЕАЭС не происходил, было такое предложение. Но притом это даже не обсуждается. Это в данный момент даже не обсуждается. То есть вынесли предложение, но обсуждать его не стали. И посмотрим, а на бирже-то что? Видимо, кто-то задумался, куда же из стран ЕАЭС можно с прибылью продать российский бензин. Вот, например, Белоруссия может начать торговать с Европой. Европа, правда, об этом не знает. А кто у нас не входит в ЕАЭС? Например, Армения может продавать газ Азербайджану. Дизельное топливо. Так что как-то и без этих предложений, в общем, нормально. Как подключить газ при пенсии в 30 тысяч рублей? Честно, не представляю, как вам это сделать. Я думаю, что вам даже на только котел копить придется долго. Видимо, газовую ипотеку, как ловко придумали замечательные люди. Еще раз, дело не... На мой взгляд, просто название совершенно дурное. Вы получаете в лизинг оборудование, потихоньку рассчитываетесь. Если у вас что-то происходит... газовый лизинг было бы лучше, потому что оно как-то, даже на интуитивном уровне лучше воспринимается. Это фактически лизинг. То есть да. вы получили оборудование, не заплатив денег, к вам к ежемесячным платежам добавляют определенный процент, вы рассчитываете. Прекращаете рассчитываться, выламывают это оборудование. Не знаю, получает ли радость от этого лизинговая компания, бэушное газовое оборудование, А давайте пока эти биржевые котировки, тут как раз нам пишут, что зимнее сейчас на 10 тысяч дороже летнего за тонну. Это дорого. Кто ж спорит, это дорого. Другое дело, что все-таки тенденция к снижению идет. И вы загнули не на 10 тысяч дороже, а почти на 15, на 14 тысяч дороже. Поэтому 10 тысяч, где это вы так дешево дошли? Прекратите. Если пересчитывать на литры, то зимний дизель сейчас стоит где-то 60 тысяч рублей за литр. В опте. Без доставки, без ничего абсолютно. То есть это цена, при которой при текущих ценах, в ноль можно выйти. Но давайте на динамику в зимнем дизеле посмотрим, почему я так, осторожно радуюсь. После некоторого роста снижение началось. Начинали вообще с 78 тысяч. Фактически доходили до 78 тысяч за тонну. Сейчас меньше. Тут цвета объясни. Да, прошу прощения. На голубенькое надо смотреть, это биржевые сделки, а вне биржевые это зелененькое. Смотрим на голубенькую. Голубенькая это нужная нам часть, и она влияет на оптовые цены. И цены на заправках розничные, давайте тоже так оптом глянем, и на пару вопросов, может быть, даже успеем ответить. Это по итогам прошлой недели. Средние по России цены на моторное топливо рубли за литр. За исключением Крыма и Дальнего Востока. Это средние с учетом Крыма и Дальнего Востока. С учетом. То есть, понятно, что от этих средних показателей Крым и Дальний Восток будут на 4, на 5 рублей больше. Крым, он немножко Дальний Восток. Самую малость. Не будем об этом забывать напоминать, чтобы привлекать к этому вопросу внимание. Если на Дальнем Востоке есть объяснения, связанные с дальностью перевозки, то с Крымом такие объяснения выглядят немножко неудовлетворительными, на мой личный взгляд. Может, Борис сейчас скажет: нет, мне эти объяснения нравятся. Видимо, владельцы Крымского моста снимают пошлину, поэтому очень дорого. Такого объяснения еще не было, я его только что придумал. Все остальное уже было. Морем дорого, по железной дороге дорого, автомобильный транспорт дорого, все дорого.
Кстати, обращают внимание, машины с газовым оборудованием не допускают в Москве в отдельные торговые центры, нельзя на них завозить товары в магазины. Это проблема для торгующих организаций. У нас несколько раз были срывы поставок. А вы, на всякий случай, просто предлагаю, обратитесь в контролирующие органы о правомощности такого запрета в отношении оборудования, если это про метан идет речь. То есть, если про пропан-бутан, там есть некоторые вопросы, связанные с безопасностью, он тяжелее газа, если есть утечка, он стелиться начинает, а если это метан, то задайтесь этим вопросом, насколько эти торговые центры вообще себя нормально чувствуют. Вот. Ну и после вот... Еще успеем? Да, разумеется. Президент Российской Федерации Владимир Путин по видеосвязи, как раз вот в рамках вышеописанных мероприятий, запустил несколько предприятий в регионах, в том числе 3-й энергоблок теплоэлектростанции «Ударная» в Крымском районе Краснодарского края. Станция полностью введена в эксплуатацию в составе 3 энергоблоков при мощности в 560 мегаватт. Она будет вырабатывать свыше 30% всей электроэнергии в регионе. Объем инвестиций в проект составляет 60 миллиардов рублей. При оснащении использована первая серийная отечественная инновационная газовая турбина большой мощности ГТД-110М. Газовая турбина Д, вот не знаю. Неважно. Наверное, то, что она на дизеле может работать. Ну, общая мощность у нее 118 мегаватт, 8 собственное потребление, 110, всего 4 раза переносили срок, но вот она уже работает с опозданием всего на пару лет, но в любом случае действительно большой успех. Много слов было сказано о том, что мы, по крайней мере, собственный спрос можем удовлетворить и на экспортные рынки выйти. Напомню, что сейчас производственная мощность Объединенной двигательной корпорации по этому изделию 2 единицы в год. Ну, то есть, знаете, так, мягко скажем, нам есть куда стремиться. Ну, то есть, новые цеха уже строятся, обещают довести до 6 экземпляров, но в любом случае мало, в любом случае пока дорого. Но поскольку у нас цены на металлургическую продукцию определяются на основании котировок лондонской биржи металлов, ничего не поделаешь. Ну и завершая, тут нам в чем смысл перехода, кроме цены? Цена, переход на газомоторное топливо, цена единственная. Ну и тут еще жалуются, что да, действительно есть ограничения по ГБУ, УТЦ, и судя по тому, что описывается, действительно речь идет про метан. Ну, здесь еще раз надо обратиться в профильные, так сказать, контролирующие организации, чтобы они уточнили, просто уточнили правомощность такого запрета. Вот. И как он согласуется с государственной программой по повышению энергоэффективности, частью которой является газификация транспорта. Ну и на сегодня, вот мы хорошей новостью закончили. Ну, чтобы было еще веселее, на всякий случай напоминаю, что газовая турбина большой мощности 110 мегаватт – это не все, что мы умеем. Силовые машины уже освоили выпуск газовой турбины на 170 мегаватт, и вот там производственная мощность 8 единиц в год. Я надеюсь, что Объединенная двигательная корпорация будет двигаться к таким же объемам. В принципе, новые цеха уже строятся, так что не все так грустно. И будет, будем надеяться, лучше.